Итак, цели моего сеанса. Я расторгаю все мои контракты с этим миром и очищаюсь от всех последствий и всех крючков и зацепок. Второе. Я расторгаю все контракты моего сына, моего рода с этим миром, на которые я имею право. Я очищаю моего сына Владимира, мой род, от всех последствий этих контрактов, от всех крючков и зацепок, если я имею на это право. Третье. Перехожу и перевожу моего сына, мой род, из матрицы смерти в матрицу жизни, долголетия, света, добра, мира, счастья, благополучия, процветания, любви, гармонии, совершенства. Аспекты. Еще раз хочу проверить, убрала ли я все последствия, крючки, зацепки от всех занятий магией. Это вызывание духа, приглашение помощников, рисование знака цельнозора, все, что связано с Ильей. Это работа по лекциям Токаревой, Полун, по книгам Степановой, посещение церкви, церковные обряды. Все убираем. Второе. Прошу прощения у моего сына Владимира и племянника Александра за то, что не хотела, чтобы они рождались, так как в глубине души я понимала, что этот мир плохой и жестокий. Отменяю эти мысли, посылаю им свою любовь. Я счастлива, что они есть в нашей семье, что они пришли сюда к нам. Когда была беременна, очень хотела девочку, всегда очень хотела девочку. Когда родился сын, то было разочарование. Тогда УЗИ не было, и я не знала, кто будет. Я догадывалась, что будет сын, наверное, потому что я хочу дочь. И вот это отменяю эти мысли, эти желания, разочарования. Я его очень люблю. Я благодарю его, что он пришел ко мне, в мою семью, посылаю ему свою любовь. Отменяю все мои решения предавать себя, предавать мою маму, моих близких. Отменяю все мои решения болеть, страдать, умирать. С детства и всю мою жизнь болела и болею. Было несколько операций, были удалены некоторые органы. В студенческие годы ездила в стройотряд. Вот это буквально одно лето, даже не лето, меньше лета, что со мной происходило. Ездила в стройотряд, и перед поездкой нам поставили несколько тяжелых прививок. Это от брюшного тифа, энцефалита, по-моему, еще что-то. Все ребят перенесли нормально, а я перенесла так плохо, я так тяжело болела. В стройотряде, видимо, нам, насколько я помню, прямо перед поездкой поставили, потому что я болела именно вот в стройотряде. Ой, вообще было очень тяжело, температура вообще несколько дней лежала. Было лето, наш отряд попросили помочь колхозу прополоть овощи в поле. Было жарко, и мы пили воду из ручья. Тогда как-то, тем более, ребята, стройотрядник, из бутылочек там с водой, ничего этого как-то не было. Такие безалаберные были. Вот. И никто после этого не заболел, кроме меня. А я заболела вообще страшно дизентерией, чуть не умерла. И это вот буквально в одну и ту же поездку. Я восстанавливаю мою... полностью отменяю эту поездку. Даже мысли о том, чтобы поехать туда, вообще не нужно было ехать. Я восстанавливаю мое здоровье, мое физическое тело, мой иммунитет. Дальше. Предательство моей мамы. Она всю жизнь болела, а вот в конце жизни болела очень тяжело. И я хотела, чтобы она умерла. Было тяжело вообще смотреть на все эти мучения, страдания. Я не хотела, чтобы мучилась она, и не хотела, чтобы мучились мы, потому что тяжело все это было. Я прошу у нее прощения. Дальше. Отменяю все мои походы к датсам, к ламам. Я обращалась к ним и по здоровью, и по жизни. У нас это принято как-то в Бурятии. Мы ходим и в церковь православную, и к ламам ходим, в датсаны. Однажды я попросила открыть дорогу в Америку, он мне открыл. Провел какой-то обряд, потом я выбросила что-то в реку по обряду. Я отменяю все мои участия в буддийских обрядах. Дальше, я это немножко изменила. У меня был секс во сне с кем-то. Вот я это хочу посмотреть и разобраться, что это вообще такое. Еще иногда я чувствую запах сигарет, хотя в доме никто никогда не курит. Вот это вообще тоже. Вот это, мне кажется, очень важно. Виктория, ты в эфирном пространстве.
Да, я в эфирном пространстве. Что видишь? Как только я погрузилась, ну, то увидела просто такой открытый портал. Выглядит такой вихрь черный, как хвост. И почему-то прозвучала «сестра». А мы о ней и забыли совсем. Да, аспектов не было. Ну Хорошо, вот, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валентины. 1, 2, 3. Валентина. Ну, вот я вижу вот этот вихрь черный. Он движется, он не стоит на месте. Он движется как живой от сектора магии и вот так перемещается, то есть от левой ноги к правой ноге, и меняет форму как-то и цвет, когда переходит вот этот спереди, то превращается в такую какую-то, считывается, куколка. Ну, вот как как шелкопряд, куколка. И черный вихрь вот так раздваивается и соединяется с сектором интерферентов. Там кто-то чавкает, как кушает. И этот вихрь вот так и идет к Валентине, а ее энергосфера как будто бы вот так ее засасывает. Вот здесь ее как будто бы засасывает. Это как отток энергии идет, да? Но это не просто отток, то есть ее как будто бы затягивают в энергетическое поле, я слышу, другого измерения. Так. Виктория, ты видишь эфирное тело Валентины? Сможешь считать эфирное Да, ДНК? я ее вижу. Оно тоже имеет такой вид, как будто ее энергосфера вот так сплюснута. И вот здесь буквально считывается, как пробрался. Вот эта черная энергия, она считывается чужестранец. И вот сейчас я рассмотрю его. Эта энергия похожа на... Считывается, вот метафора идет, как будто такой какой-то... Считывается паразитический аспект, как будто голова какого-то монстра. Один только рот, где-то там у него есть, наверное, глаза, потому что глаза где-то там есть, непонятно где. И он так вот как бы рыскает, знаешь, шух-шух, выискивает. Как хищник. Да. Сейчас я смотрю в это время, и проявляются вот эти какие-то ситуации, много их там. Валентина как будто бы подвержена программе утаиться внутри. Я вижу у нее на голове такая энергетическая субстанция, которая как колпак ее вот так взяла голову. И такая, это внутри у нее в энергосфере. А энергосфера вот так сплюснута вот с правой стороны. Как будто бы затащила ее, затянула в этот вихрь. Вот. И она держит как будто бы, ну, как куклу или ребенка, вот так, как бы хочет спрятать, а потом бросает этого ребенка. Да, это он. Вот этот случай, который она... Связано с сыном Владимиром? Да, оно звучит, Владимир. Так, сейчас я считаю. Я вижу, что у нее присоска.
там, где третий глаз. Мгм. Буквально очень четко видно, такая как вантус, такая присоска. И от этой присоски идет тоже подключка в сектор подписания контрактов. Так зигзагом разворачивается в сектор магии. И я вижу, там какой-то ритуал делают, и я слышу речитатив. Это вызывание духов. Там крутится, вверху крутится черная тарелка с цифрами, как будто бы это циферблат, я слышу циферблат времени. А снизу эта тарелочка вот так движется, и я слышу, как она звучит о стол. Вот. И падает вниз. И вот эта же сущность, которую я вот здесь видела, вот она там выходит. И такой звук жуткий, вот это, как в фильмах ужасов. Ха-ха-ха-ха. Типа насмешник. Мгм. Что, Виктория, давай считаем эфирное ДНК Валентина или это? Да, это она. Я вижу у нее еще одна подключка, очень такая черная, прямо в сердце. Мгм. Хорошо, Виктория, спроси у Валентины, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она разрешает, говорит, что ей нужно разорвать контракт. Мгм. Вот так показывает возле левой стороны. Мгм. Спроси у нее, что это за контракт, когда она его подписала. Ну, давай мы потом это посмотрим. Тут я пока не забыла еще, мне настойчиво идет, как будто у нее сальмонеллез, притаившийся вот это. Мгм. То есть это, да, какая-то бактерия, палочка Мгм. в кишечнике, она опасна, и она, как бы, я слышу, испытывает организм. И с этим связано тоже, она влияет на сердце тоже. Изматывает силы. Мгм. Хорошо, Виктория. Посмотри, с чего нам лучше начать. Ну, вот эта зверюга, которая там пробралась к ее энергосфере. Мгм. Приказывай Я этой слышу зверюге Валентина, да, слышу Валентина. Она сама у себя в секторе магии. находится в секторе магии. Я вижу, это тарелочка. Мгм. Так. Что во время принятия этого решения, этого, Сейчас я посмотрю, что этого там происходило? происходит. Мгм. Какая-то сущность встала во время этого ритуала, черная сущность. Считывается доминанта сознания. Выглядит как столбик такой, деревянный, типа черный, как сухое дерево, деревянный столбик с руками и с ногами. Такая коряга. И считывается доминанта. Это как раз и есть вот этот у него, где голова, такие зубья. Где-то непонятно, где глаза. И он берет эту тарелочку Мгм. и считывается как ритуал фальсификации реальности. Взял эту тарелочку и вот так прицепил, вот где этот портал открылся у
у Валентины. И в этот момент Валентина вот так как спряталась. То есть вот эта программа сработала, вот этот дух, как эта энергия, как будто в нее вошла. И считывается вот так, доминанта сознания. Мгм. Эгрегориальная функция, ну, как подсоединение. Как эта программа влияет на нее в жизни, как это проявляется? Я вижу, что эта энергия, она вот так как делает. Машет пальцем и все время приоткрывает какие-то черные, как будто книга в секторе интерферентов, и она, эта сущность приоткрывает эту книгу и показывает, что там что-то есть более светлое. Мгм. Говорит твое дитё. Посмотри, Виктория, что это за энергия, на которую показывает эта сущность, что это? В этот момент вижу, что ну вот звучит Валентина имя, фамилия, смотрит на ее сердечную чакру, а там изъян. И подключка эта черная. И я спрашиваю, что там находится. Сейчас я смотрю. И я вижу, что там такая энергия, сейчас я считаю, чья. Но от этой светлой энергии такие идут, как ниточка и бусики, нанизаны друг на друга, много таких. Мгм. Бусики это что? Это выглядит как будто бы это событие, но там потеря себя. Я вижу, что там такая светлая энергия, как будто вот, ну, такая микроскопическая, маленькая Валентина привязана вот за живот, нанизана одинаково, да, то есть Мгм. и висит как над пропастью. Мгм. И это все привязано, вниз уходит в нижнее пространство, а внизу вот этот циферблат, вызывание духов, Мгм. как крышка от кастрюли. И там вот эти римские цифры. Вот это событие, эта бусинка с этим циферблатом, это первое или какая-то по очереди находится это событие? Там под этой крышкой такая сущность огромная. Я слышу волосатая. И сейчас смотрю, а там как колдун такой черный с шапкой ходит. Ну и так громко, как в сапогах таких, и такой, как эхо идет. Так бум, бум, так ходит туда-сюда. Мгм. В секторе интерферентов. Так, кто это в Я секторе? Мгм. да, Да. смотрю, кто там. Вижу, что у него в сердце э, как-то много таких вот миниатюрных бусинок, этих энергий потерянных. Мгм. Считывается пройти сквозь себя, и такая метафора, как будто черную нить продеть в себя. Оно считывается дух капуцинов. И этот вихрь так зашумел и пошел вниз. Мгм. Это дух уничтожения души, противостояние духу жизни. И где-то внизу
находится, считывается, что это эгрегор слома, поломки, Мгм. духовного состязания. Что это за духовное состязание в этом контексте обозначает? Сейчас я посмотрю, там какое-то событие находится. Это в черном таком шарике. Считывается приманка. Это как зацепка? Да, Мгм. Посмотри, Виктория, что это за событие? такой Как оно шар, Мгм. черный шар, как будто бы воздушный такой. И там он как по диагонали, чуть-чуть ниже, как экватор, знаешь. И там эта тарелочка, этот циферблат черный с этими цифрами. А под Мгм. этим циферблатом находится энергия Валентины, как будто бы она там сжалась, скрутилась и держит это на себе, вот этот циферблат. И так на спине, знаешь, так вот скрутилась под этим, как будто под столом. То есть этот циферблат как стол, а она как будто бы под столом держит. И вижу, что у нее руки и ноги связаны, и идет такой образ, как овечка. Овцу как хотят убить или куда-то перевести, то Мгм. связывают ножки все 4 вместе, чтобы она не убежала. И вот она там как будто бы вверх ногами вот так с этими ножками связанные. И что интересно, у нее руки и ноги вот там, где перевязаны, эта программа так работает, как будто бы копытца черные. И я вижу, я подумала, что это за копыта. Оно считывается, вот как этот Бафомет сидит там еще ниже, что это как бы его копыта, его духовная сущность. Мгм. И я вижу, что во время этого ритуала вызывания духов считывается, произошла прошивка. И сразу считывается, что она происходит каждый раз, как бы усугубляется, когда на протяжении жизни Валентина, это так у всех происходит. Она делала вот эти ритуалы, вижу, что-то как бы рассевает, буддийский храм, потом какой-то крест, как будто бы она идет по дороге, лежит крест, она его просто отрывает из этой дороги, и он ее так гвоздем, как в лоб. Вот это. То есть Мгм. я вижу, что любые соприкосновения с любыми ритуалами, они очень сильно сами по себе усугубляются из-за этого ритуала вызывания духов и как бы усиливают тот эффект. Мгм. Так. Считывается разрушение души. Вот этот эгрегор, и внутри этого всего, там внутри, как уже другое пространство, измерение совсем другое. Там сияет что-то внутри. Знаешь, Мгм. как будто бы смотришь сквозь вот так вот Вот. идет пространство. Нет, не сквозь М. воду, как будто бы сквозь такую дырочку. Ага. Понял. И там сияние такое. Я посмотрела, и считывается, что это потерянные души. Свет. Вот, свет Первотворца, потерянные души – это такой эгрегор. Мгм. Порабощенные души там находятся. Вот эти потерянные во время этих ритуалов вызывания духа. Я вижу, Частички там души. есть контракт. Да, и от этого эгрегора вот там есть такая платформа, как стол, черная. Мгм. Платформа.
И там идет такое, я вижу, как черный молоток, который бьет по этим потерянным бусинкам, то есть духовной сущности, и делает их плоскими, чтобы они поместились в сознание. Я слышу первотворца зла, Люцифера. Я вижу, что целостный разум, он не может поместиться туда, он не может использовать. То есть идет переработка, уплощение, упрощение. Так. Это выглядит так, как будто бы взяли шарик, вокруг такое кольцо черное с такими прищепками, ухватила вот по экватору этот шарик, и вот это Как так растянул. батут. Как батут, да, вот так вот растянул просто. И этот шарик превращается в плоскость. И потом я вижу, как через тоже с правой стороны у этого Бафомета Люцифера, то есть Бафомет – это не сущность, Бафомет – это система управления человеческой душой, вызывание духов, это служение дьяволу, служение разрушению, то есть это такая программа. Эгрегор такой, да, то есть это система управления человеческим разумом через вот эту фальсификацию реальности. Давай, Виктора, посмотрим контракт, который Валентина подписала. Сейчас я ее... Что интересно, ее самой как бы в той ситуации, где она вызывала духа, как бы нет, а структура вся эта осталась. Я подумала, почему? Идет вот ответ, потому что она продолжает быть жертвой. То есть она продолжает подчиняться воле других. И поэтому эти расторгнутые контракты как бы теряют силу. Вот это расторжение контракта теряет силу. Я слышу, что нет последовательности. То есть желание и действия как бы не последовательны, то есть не противоречат друг другу. И я вижу, что подумала, на что она согласилась. И снова я слышу такое ха-ха-ха. И она согласилась, чтобы ее вот душа, как будто бы черная сущность, такая вот маленькая. Берет эту плоскую ее, как большая монетка, знаешь, подвешивает на крючок. Так. Зачем ей это? Ей это было нужно. Так работает программа. Я слышу, уже второй раз слышу инфаркт. Как последствие. Да, то есть это отказ от себя, потому что сердце – это центр любви. Там живет энергия любви, первотворца, любовь к себе, к людям. То есть вот это. И я вижу, что это такой, этот эгрегор разрушения, который разрушает в первую очередь вот эту энергию любви, этот код жизни и код гармонии. На этом все держится. Спроси Валентина, зачем ей нужен был этот контракт. Вот сейчас она вот сияющая проявилась
возле этой тарелки, где вызывание духов. И она буквально, у нее желание было спрятаться под стол. Поэтому вот эта так программа и сработала. Я ее спрашиваю, зачем ей было это. И вдруг она это все осознает. Она видит весь свой жизненный цикл, я слышу. Видит этот циферблат. И такие энергии глубокого разочарования и слезы так брызнули у нее, как из глаз. То есть я вижу, что у нее вот это покаяние наступило. То есть поэтому вот сейчас оно все разрывается, эта вся конструкция. Потому что она увидела вот связь теперешнего с прошлым. Так, вот этот контракт. Если она хочет, она может расторгнуть этот контракт. Я ей говорю, да, что она может просто выйти с этой ситуации, отменить это вызывание духов и расторгнуть этот контракт. Я вижу, что в этот момент она вытаскивает свои руки и ноги одновременно с этого черного. Это как вот эта сущность с зубьями, с такими, как червь такой, паразитический субъект. Да, то есть вся вот эта тьма, так называемая, антимир, другими словами, это все паразитическая субстанция. Вот, и она вытаскивает это соглашение быть пораженной, быть, я слышу, овцой, приношением. То есть приносить себя по жизни в жертву. Вот, как вот эта овечка. И я вижу, как расторгается этот контракт и разрываются эти путы, которые вот держали эту программу, эту овцу. И она вытаскивает руки, а у нее руки-базуки. Огромные руки. Вот. Вот отсюда. Я смотрю, что это такое, а там такие шары огромные на руках. И она вытаскивает ноги, и на ногах тоже такие шары. Сейчас я посмотрю, что они такие твердые какие-то. Так. Какой-то схоластический аспект. Сейчас я посмотрю, что это такое. Сейчас я смотрю, что внутри этого, а сверху оно выглядит как такие бусинки, сделанные ракушками такими. Сверху слой такой твердый, а внутри, там где кость руки, там такой черный стержень. Я ее спрашиваю, где ее руки живые, почему она вытащила чужие руки. А она показывает, что ее руки, кисти рук и пальцы там остались, в нижнем пространстве, и от них такие идут как ниточки и завязываются там как веревочки. Считывается какой-то контракт преждевременный. Давай посмотрим. Сейчас я спрошу, помнит ли она.
Она говорит, что она помнит, и вдруг ее энергосфера, она вот проявляется другим человеком. У нее на голове какая-то, как будто бы месяц, какая-то конструкция вот так, как месяц с такими рожками, а сверху накрыто таким прозрачным покрывалом. Хата. Понял. Мгм. Что это за человек? Как ее зовут? Это она, я вижу, ее лицо. Сейчас я считаю, ну, оно так, как будто бы это не она, а как будто бы я слышу пришелец. То есть лицо как бы ее энергии есть, но оно как, знаешь, как странное свечение, это не ее. То есть как бы синергия двух сущностей. Как маска, может быть, Виктория? Ну, оно очень странно выглядит. Это субстанция такая, ну, скажем так, как привидение золотого цвета выглядит, которое вот перед ней стоит. Вот. И именно у этой сущности вот эти руки-базуки, такие огромные вот эти пальцы. И тянется подключка от этой сущности в сектор магии. Кто находится в секторе магии? Давай посмотрим, приказывай, кто в секторе магии проявить согласно физике, физической ДНК. Я вижу там чей-то язык, который длинный и похожий на змеиный такой, он так движется. Чей это язык? Приказываю проявиться. Сейчас проявляются такие два шара огромные вместо глаз. Рыбий хвост. Как-то все кусками. В каком-то пространстве разодранном. А сбоку стоит сущность Ваал. Ваал, я слышу. С рогами. Такими же рогами, как у этой. И эта золотая тетка начала как уменьшаться. А этот Баал стоит. Я смотрю, а он курит. Трубку курит. Это как Сталин. Это Илья. Так. Приказывай Илье отвечает, что он делает в пространстве Валентины. Он говорит, ее руки служат мне. Так. Каким образом в контракте Валентина, где это соглашение, отдать ему руки? И я вижу с этого портала от Моны с Ильей вылезает такая сущность белая, как глист такой толстый. Он утолщается, когда выходит в ее пространство. Да, считывается это как гипноз, навешивание ярлыков. Это программа, это дух капуцина, дух капуцинов. То есть разрушение человеческой души, утилизация. Это эгрегор, вот это считывается магия, мафия. Это как раз и есть механизм уничтожения вот этого света божественной души. И он снова говорит, что ее руки служат мне. Виктор, давай посмотрим то событие, когда Валентина приняла этот гипноз от Ильи, что делала Валентина в этот момент. А я слышу, что она отдала себя другому человеку, расчленила себя. Я вижу, что в тот момент выходит какая-то от Моны с Ильей, выходит какая-то
непонятная сущность, называется помощница. Помощница. Такая, как будто бы это месяц, только вверх ногами. И так эти рожки, это как ножки. И получается такая попа, вот, называет себя медсестра, такая вульгарная, вся с такими красными губами, огромными, и тоже вся такая разодранная какая-то. Мгм. Я слышу потеря целостности. То есть получается, что в этот момент Валентина обратилась за помощью к тем, у кого, ну, за целостностью, типа, потому что человек здоров тогда, когда он целостный, внутренне, когда он гармоничный, вот, когда он делает добро для себя в первую очередь, тогда он и целостный, поэтому он и здоров. А она обратилась к тем, кто сам подвержен этим упырям, программам жертвы, сам является весь разодранный, да, потому что сам уходит на утилизацию. Так. А в чем был гипноз, Виктория? Я вижу, что я слышу измененная реальность, сфальсифицированная реальность, и я вижу, что дубликат. Они получили, этот антимир так называемый, получил дубликат ее рук. А руки – это через руки проходит заряд творчества, творения. То есть в тот момент, когда человек использует свою внутреннюю силу не во благо, не по принципам, как оно работает, а по каким-то магическим принципам, вот это происходит, буквально я услышала, как отломались ее руки. Я слышу, что они не нужны. То есть это отказ от своей божественной сущности, а Вселенная очень конкретна. Тебе не нужны руки творить добро, любовь и гармонию, значит, они тебе не нужны. И отваливаются в эфирном плане. А в следующем воплощении человек, я вижу, уже эта программа работает, рождается уже без рук, без ног. Потому что в предыдущих воплощениях человек уже отказался от этого. Итак, я слышу потери потенциала, деволюция. Вот это и есть вот этот эгрегор капуцинов. Вот эти обезьянки, капуцины, да, они показывают наглядно, да, что происходит с человеком, когда он отказывается от своей божественной сущности. И чтобы этот процесс ускорить, то был организован, я слышу, кремлевская шайка. В этом портале, где находится Илья с Моной, они как будто бы наколоты на красную звезду. Этот Бафомет, Ваал, то есть дух Ваала в Илье работает, и он наколот на верхний луч этой звезды, которая там на башне, а Мона вот с левой стороны, на эту правую, как бы, на правый луч. И это все управляется орденом капуцинов, которые управляются духом Люцифера, который вот собирает через эту всю систему эгрегориальную, энергетическую, поломанные души. И он, ну, и продолжается там их воплощение
и превращение. Расслоение. Да, да. Хорошо, Виктория, вернись к эфирному телу Валентины. Да, она как раз стоит и рассматривает эту тетку, которая перед ней там. И эта тетка вдруг, Медсестра, это помощница якобы. да, да, с этими рожками. И Мгм. она уже такая стала, такая, знаешь, как тряпочка вялая. Мгм. И вижу, как Валентина так брезгует этим, да, так Мгм. от себя это отрывает, эту липучую энергию. И я вижу, как она берет этот стол с часами, то есть этот момент. Смотри, магия, любая магия, абсолютно любая. Почему на одних действует, а на других не действует? Потому что она привязывается на решение как бы подавить себя, отдать, я слышу, репутацию свободного человека в руки демонические, в эти деструктивные. Мгм. Так, а видит Валентина этот гипноз, который на нее действовал? Да, она видит, а он уходит как в сердце, как эта змеюка такая белая, Мгм. а внутри черная. То есть гипноз, он сверху кажется Привлекательным. не то что привлекательным, а своим. Мгм. Потому что как белый свет, свет души, он белый, да, потому что совершенство, оно как бы сверху считывается как свет, а внутри там уже как другие измерения внутри, и цвета другие, и звуки другие. А все, то есть это как свой-чужой. У нее поломано это, я слышу, что у нее имплант в груди, в сердце, какая-то модификация особенная. Я посмотрела, какая, я вижу там кремлевские часы. Мгм. И привязка идет именно к сектору магии. А Илья с Моной, они считываются как уплотнитель дефектов. То есть он пришел для того, чтобы не дать человеку освободиться. Это его главная миссия. И буквально звучит «утопить». Мгм. Усугубляет ситуацию. Да, да, то есть он цепляется за те приманки, Мгм. и вызывание духов, вот это, что происходило в детстве, это выглядит, знаешь, как вот как приманка. Вот оно так в секторе интерферентов, оно как возбуждает этих паразитов духовных и из других измерений вот этим и привлекает к себе. Мгм. Так, а вот этот имплант в груди, это что за программа? Сейчас я посмотрю, считывается модификация, кремлевская модификация, и там такие, как шестереночки, и петля такая вот пошла от сектора магии. И там это красная звезда, и вижу там как какая-то резолюция, и кто-то так пух стукнул. Уплотнить мир, стукнул как будто бы решение суда, да? Сейчас Кто посмотрю, это, кто. кто это стукнул, приказываем проявиться. Вижу лицо Патрушева. Мгм. Так. Оно такое вытянутое, он весь вытянутый, как червяк такой. Мгм. И что-то он, Что это за резолюция? Что это такое? Приказываем отвечать, что это он там утвердил. закон, он как-то лежит, вот так как
Я там видела, как, знаешь, как такие, как в ракушке там эти створочки приоткрыты. И он туда эту резолюцию засунул. Именно туда, где я видела с самого начала вот это. Он эту резолюцию засунул. Какой-то институт, я слышу, НИИ, управление сознанием, доминация, доминанта, доминация, сознание Люцифера. Это какой-то институт, я его вижу, как он выглядит. Это здание. А институт распространения лжи, модификация сознания. Это по-нашему это называется психотехнологии. А считывается это вот так, как я говорю. Потому что в эфирном пространстве там все очень конкретно. Так, приказываю этому Патришу отвечать, с какой целью он утвердил эту резолюцию. Зачем ему это нужно? У этого Патрушева такая голова вот здесь. Вот так как-то как шарик болтается. Голова Путина. Как трафарет такой. И тоже этого золотого цвета. Как эта тетка с этими рогами. Так, зачем ему это нужно, с какой целью он это сделал? Приказываем отвечать. Сквозь этот Патрушев, как будто бы у него сердце, еще одна голова вот эта торчит, и там вот эта голова Путина, лицо Путина, как трафарет такой, не как человек. И сквозь это сердце, так называемое, вот, у этого Патрушева вылезает, как этот дух черный, этот, как палочки эти, как паразит, который я видела. И он говорит, так шипит, как змей, что и говорит, что им нужны души человеческие. Я не хочу повторять этой интонацией, чтобы сильно не настраиваться. Да, смысл И только. я только смысл передаю, чтобы как бы не заражаться этими энергиями. Да, Виктория. Это вот сейчас прозвучала современная пропаганда насилия над собой. То есть это формирование вот этих жертв и программ жертв. Давай посмотрим на примере Валентины, как это сработало на ней, повлияло на нее эта резолюция. Она вот говорит, информация от нее идет, что отдала свое сознание часовщику. Кто это такой часовщик? Приказано проявить согласно эфирной ДНК. Так, идет подключка в сектор магии. Там идет как будто бы, вот я слышу, раздвоение личности, какая-то программа уходит, как рогатка такая. Гипноз. Так, чей это гипноз? Кто на физике в секторе магии приказывает проявить согласно физической ДНК? Я слышу капуцин. Кто это такой капуцин? Приказываю ему снять все иллюзии, все защиты, на снятие магии голоса. Отвечать, кто он такой. Там такие слои, снова такие слои, как у Валентины были на руках в этих шарах. Такие же слои, вот как, знаешь, эти бусинки, которые делают ракушечки. Там эти перлы. Оно вот так отслаивается, отслаивается. Внутри кто-то малюсенький, черный какой-то.
как червяк. Мгм. Что это за червяк? Кто он такой? Считывается как отросток, и в секторе, как отросток вот так, из сектора интерферентов. А в секторе интерферентов как такой чурбан, вот этот, и такой отросток. Сейчас я посмотрю, кто выполняет роль на физике, кто проявлен. Кто проявляет этого духа на физике? Идет Илья, тащит как бы за волосы Мону, Мгм. буквально ее тащит, говорит, что он ее приволок, притащил. Также говорит, он ее как будто бы съел, и говорит, что она ему принадлежит, и вот она у него в животе внутри находится сейчас. И он говорит, что она творит для него чудеса. И у него живот вот так светится, как будто бы он такой светлячок, знаешь, живот светится. Потому Да. что у Моны еще осталась энергия, она считывается, вот так я слышу, творчиха. То есть это, Мгм. ну, как слышу, так и говорю. То есть энергия Творца. А он совершенно черный дух. Вот, и он говорит, что он главный капуцин Кремля. Так. И он берет, я вижу, вот что-то вот так как бы вытаскивает через эту всю структуру, где там это НИИ, я слышу, Мгм. и это звезда красная, и это все вот так в кучу. И сквозь это все вытаскивает там, где у Валентины вот этот зверь, который там был, но он уже как бы и уменьшился, его уже там столько много нет, но осталось эфирный след, я слышу. И он говорит, что он раздает, ну, как знаешь, в садике, раздаточный материал. Говорит, что он трафареты капуцинов раздает. То есть вот это вызывание духов, помощников, на самом деле это вот эти трафареты, эти тарелочки, которые... Он возбуждает этих Да, паразитов. Мгм. да, привлекают. Хорошо. Есть ли у Валентины контракт, когда она отдала это сознание часовщику? Да, на руки ему отдала. Свои Давай руки. посмотрим. На каких условиях она отдала ему ее частичку души? Я вижу, что она отдает, а он как будто бы глотает. И ее руки ему просто в мужской орган там бум упали, в яйца буквально звучит. Угу. Продуцировать творчество, то есть творить зло. Зло по само по себе, это те черные энергии магии, они бессильны. Потому что их источник – это свет. То есть это как, ну, мне такая метафора идет, да, как борщ сварил там или суп, он тебе не понравился, взял и вылил его, выпросил. То есть творец это тот, кто приготовил этот ужин, да. Угу. Точно так же вот это творение человека, его божественной душой, то есть это творение, это как бы ничто по сравнению с самим божественной частью человека. И он должен управлять этим своим творением. А когда человек позволяет через страх этому творению управлять собой, то это так выглядит, как будто бы этот суп начал управлять своим поваром. Логика та же самая. Вот.
Так. То есть она отдала вот этот свой способность творить любовь, добро, гармонию, в первую очередь для себя, быть Мгм. собой, для того, чтобы он дальше Творил его провоцировал. эти. Ну, творил этих типа помощников. Такие, Мгм. да. Что И Валентина получила взамен? э, я вижу, что ее энергосфера вот внизу, первая, вторая чакра, она сильно оттяжелела. И эта черная энергия вошла. И именно вот эти тяжелые черные энергии, от них идет уже по ментальной карте, считывается затвор. То есть такой, как запор, затвор, который закрывает вход в будущее. То есть это прекращение, я слышу, жизненного цикла. Мгм. Да, спроси у Валентины, видит ли она эту информацию, эту цепочку событий, ее решение, к чему это произошло. Она снимает такие искусственные глаза и просто кричит, так, знаешь, с таким надрывом. Я отдала ему жизнь. Мгм. Я и говорю, что она сейчас может расторгнуть этот контракт с этим главным капуцином, с его слугами, и вернуть ее энергию, потому что это ее время, это ее жизнь, и это ее опыт, никто не имеет права сейчас руководить. Пусть он забирает этого доминанта к нему же, Мгм. и пусть она восстанавливает, я слышу, цикл сознания. То есть Мгм. вот этот внутренний критик в сердце именно через любовь происходит определение добра и зла. Я вижу, как она видит эту подключку, которая сверху считывается как белый свет, как добро, эти помощники, это медсестра. И оно так, как искусственные какие-то механизмы посыпались с ее пространства. И она Мгм. буквально, я вижу, как она как будто бы откусывает эту пуповину к сердцу. Я ей передаю, чтобы она уничтожила этот чужеродный механизм определения добра и зла. Да, это я слышу критический. Мгм. Искусственный этот способ Да, то есть, определения. потому что Мгм. кремлевская, я вижу, это пропаганда, она Пропаганда. Мгм. взламывает понимание добра и зла. Внутри человека есть уже механизм, совесть, который распределяет все, определяет, но именно сознание можно обмануть, и оно начинает вмешиваться, оправдывать зло Мгм. и так дальше. И я вижу, как Валентина, вот этот образ шел, что она идет по черной дорожке, которая как крест лежит перед ней. И она этот крест снимает, вот так с дороги выбрасывает в портал. И я вижу, как она как будто бы такой процесс, как просыпается. Мгм. Я ей передаю, Так. чтобы она обратила внимание, что в ее сердце находится чужой механизм, я слышу, модифицированный. Да, то есть вот эта пропаганда модифицировала. Ну, вот эта пропаганда быть жертвой. Пусть она отдает этому капуцину, главному, всем этим капуцинам, этой кремлевской мафии, все их воздействие. И этим ученым, которые работают для того, чтобы... Мы же работали с одним ученым, которого они убили за то, что он говорил, что нельзя эти технологии использовать. А они его убили. Мгм. Вот. И пусть она отдает это все. Мгм. И я вижу, как с нее она поднимается вверх, а с нее сползает такая какая-то энергия, как кисель. Поэтому Мгм. это и есть эти медузки, эти энергии киселя, то есть замылить,
сознание превратить ну, вообще идет так, замылить. Замыливать, да. Поднимается вверх, я ей передаю, чтобы она эти покрывала, это чужеродные энергии, и какой-то запах дыма уходит. Как такой этот, с этим всем. Я ей передаю, чтобы она убрала из ее пространства жизненного всех паразитов, все энергетические субстанции. И вместе с этим такой пучок, целый пучок, как многожильный провод из сектора магии. И вдруг я слышу вот это, сестра, ее голос, ты должна. Вот ее голос такой. Надежда. Да, он почему-то скрипит, так идет мне. Ты должна остаться с отцом. Ты должна. Вот она кричит. А я передаю Валентине, спрашиваю, должна ли она кому-то что-то. И она вот так смотрит вокруг. Потому что есть только я хочу, а не я должна. Я ей передаю, что сейчас Валентина может отсоединить всех этих. Она считывается, эта сестра, как пиявка, прицепка. Она находится в секторе магии по отношению. Валентина приказывает и Надежде отвечать, что она делает в пространстве Валентины. Она находится в капсуле сознания, так я вижу, какого-то, знаешь, как считывается костный мозг, в такой круглой капсуле. И от этой капсулы идет такая черная подключка, как укус комара, как его нос этот. И эта подключка идет вот с левой стороны к голове у Валентины, и ее покрывает всю голову такой, как черной вязаной шапочкой. Вот. И у нее такие же вот энергии, как у этой Моны, вот языком плетет черным языком магию. Вот точно так же эта Надежда плетет, я слышу, пленение души Валентины. С чем это связано? Это пленение, где решение Валентины, когда она согласилась на это? Это все связано с внутренним поломанным критиком Валентины, потому что я вижу, что эта Надежда одной рукой, правой рукой такой черной, как будто бы эту шапочку одевает, а другой левой рукой как ковыряет, дергает за ниточки вот это в сердечную чакру к этому поломанному сознанию. Определение добра и зла. Так, а Так когда... не звучит манипуляция. Валентина, если она хочет, может приказывать Надежде убирать манипуляции, отказаться принимать насилие. Если хочет, пусть она это сделает. Я передаю Валентине, что она может просто вытолкнуть всех из своего пространства, очистить свое пространство от чужеродных энергий, потому что в ее пространстве должна быть только она и больше никого. И пусть она вернет все ее потерянные. И вот она возвращает эти свои руки, показывает пальцы, вот кисти, и эти меридианы вот так начинают сияющие такие двигаться и соединяются внутри ее пространства. Ну, как и должно быть, да, без всяких выходов во внешнее. Хорошо. Пусть она восстанавливает этого внутреннего критика, Вдруг у забирает. нее
отваливается там, где вот это живот, где считывается сальмонелла, то есть подавленная сальмонелла. Мгм. Вот я передаю Валентине, чтобы она восстановила сейчас свой духовный иммунитет, физический иммунитет, восстановила внутреннего критика распознавания свой-чужой. И я вижу у нее имплант, она вот так сделала, как бы вышмаркалась. И такой черный имплант, как треугольник из носа. То есть у нее Мгм. даже это на уровне физики, эфирных этих субстанций, потому что нейроны улавливают не только сознание определяет свой-чужой, но и физическое тело определяет по запаху. Мгм. Да, определяет, да. Да, то есть это лимбическая система берет участие в Мгм. этом. Я передаю Валентине, чтобы она восстановила целостность. И я вижу, что с ее сердца выходит такая, как сетка, как будто бы это выходит из нее такой глаз, ну, глаз, Мгм. и с такой сеточкой кровеносной. И она кричит, и с нее из сердца выходит эта подключка, и этот фантус тоже уходит. Один, второй, и ноги срастаются, то есть ее энергосфера была как разрезана снизу, а считывается этот разрез как подача. Ну, как блюдо подают, точно так же человек-жертва подает себя на съедение другим. Мгм. Вот. Это уходит, я передаю Валентине, чтобы она наполнялась светом, своим внутренним светом. Пусть отсоединяется от всех эгрегориальных систем, вот этой системы капуцина, забирает свой, и она вот эту распластанную свою душу оттуда Мгм. забирает, высматривает и видит, что внутри там такие, как желоба, в которые вложены такие черные энергии. Это считывается магия уничтожения себя. И она это выталкивает, это все уходит, вот сектор магии. Мгм. И я вижу, как эти часики, которые там с римскими циферками были большими, разломались. Я передаю Валентине, чтобы она сейчас забрала все свои энергии, когда она выполняла какие-то ритуалы, когда она мысленно или физически соединялась с антимиром, выполняла чужую волю. Пусть отказывается это делать, возвращает ее волю, ее жизнь, ее любовь, гармонию к себе. Мгм. Пусть очищает ее пространство, все чужеродное пусть отправляет в антимир, на аннигиляцию. Я вижу, как она снимает этот имплант этой тетки с этими рогами, с этим покрывалом и выпихивает. И этот язык Моны тоже уходит. Я передаю Валентине, чтобы она отдавала этой Моне всю ее магию и Илье, и пусть всю карму получают за ложь, за насилие, а также этой московской пропаганде, которая пропагандирует быть Мгм. жертвой. Виктория, вот этот Патрушев находится еще в ее пространстве или Ну, эти вот я же как раз резолюции? помогаю ей выйти, она выходит с этого глаза. То есть вот эти пси-технологии, это пропаганда, это все, Мгм. это как раз как будто бы это такой огромный глаз, который поглотил Мгм. энергосферу Хорошо, человека. Виктория. Вот этот Патрушев, его резолюция, я от своего имени Патрушева приказываю убрать его резолюции с человеческого сознания. Насколько я имею власть, я приказываю ему забирать его эти резолюции. И в нем вот эти профессоры там сидят, я Мгм. их видела от И этим самого... профессорам И тоже этим приказываю. ученым, этим всем, которые вредят людям,
Мы это видим, и их магию Мгм. разрушаем и запрещаем. Обличаем, запрещаем лгать, использовать приемчики против свободы человеческой души, приказываем забирать их воздействие, насилие, обман, пусть применяют на них же, и карму пусть забирают. Я вижу, как Валентина, ее энергосфера стала такой, как шар, но она снимает с рук такие рукава. Такие рукава, как это вот, знаешь, Елена какая-то там премудрая, прекрасная, Мгм. которая из Лисят рукавов такие. Мгм. там выкидывала то лебедей, то еще кого-то. Это символ магии. Я слышу Мгм. чернокнижника. И я вижу, что это сказки, это внедренная, Через сказки вот, да, то есть, информация это. да, Мгм. искажение реальности, то есть это привлечение к магии. Да, потому Мгм. что не в рукавах сила, а сила в сознании и в любви, в сердце. И вдруг я вижу этот третий глаз, который вот вантус это присоска из третьего глаза у нее уходит вместе с этим третьим глазом. А этот третий глаз, он искусственный, как этот масонский. Это символ всевидящего ока, который берет под контроль человеческую душу, когда человек разрешает это, вмешиваться в его решение другим, предает себя. И в этот момент я вижу, как разрушается эта программа, как ножки связанные у этой овечки. Вот. Мгм. И вместо этого искусственного третьего глаза у нее ее глаза открываются и начинают сиять, и она вот так раз и смотрит к Первотворцу. Когда она повернулась к свету Первотворца, то у нее вот эти путы на руках растаяли от этого света, куда она смотрит. И от Первотворца вот с правой стороны идет такая энергия, такая очень нежная и такая умиротворяющая и добрая очень. И он поворачивает ее, этот цвет, а она сзади, вся сшита. И у нее такие крылышки, крылья ее сшиты в кучу, а вместо этих ее лебединых крыльев такие, как у бабочки, у стрекозы такие, Мгм. знаешь, стеклянные. И эти стеклянные с этими черными нитками отваливаются, и она взмахивает огромными крыльями, как у лебедя. Отлично. И я вижу, когда она это поднялась еще выше, в другое, еще выше измерение, я подумала, какое это по счету измерение? Это 5-е измерение. Она поднялась своим сознанием. Мгм. Только свободный может, мне пришло не сознанием, а это только свободным. Человек свободный может управлять своим духом. Тот, который, я слышу, прошел физические испытания, принял решение быть свободным. То есть вот это измерение духа. Это Мгм. знаешь, как выглядит? Это выглядит как будто в ракушке вот находится этот зародыш такой. Мгм. Так. И он хочет распрямиться, но ему как бы мешают эти потолки, эти слои. То есть эти потолки, эти слои – это межпространственное натяжение. Я это видела еще в самом начале моей практики. Мгм.
То есть это как мембраны. Каждая клеточка имеет мембрану свою, да? И все эти измерения тоже имеют мембрану. И чтобы пройти сквозь эту мембрану, высшие измерения, нужно пройти вот этот контроль, свой-чужой. И только когда человек свободен от этих низковибрационных энергий, от этих своих темно-магических решений, вот только тогда он считывается, потому что Вселенную обмануть невозможно. Он тогда считывается как свой, ему открывается дверь, и он проходит в следующее измерение. Таким образом, когда человек идет по пути самопознания, правильным путем, а не магическим, тогда он вот раскрывает в себе вот этот потенциал и постепенно переходит на более высокий уровень своего осознания и приближается к своему внутреннему Творцу. Потому что это так интересно, не знаю, как это объяснить. Ментальная карта это показывает, что это как бы вот здесь, да, потому что Вселенная большая. Но одновременно это находится и внутри. То есть это центр Вселенной, это сердце человека. И центр, как у Вселенной есть центр, это Бог, Творец. Точно так же центр Вселенной человека, который устроен точно так же, как Вселенная. И когда человек освобождается, то он освобождает часть общей Вселенной. И поэтому каждая миссия вот этого освобождения правильным путем, а не магическим, то это выполнение своей главной миссии – освобождение себя и освобождение всей Вселенной. Хорошо, Виктория. Так. Давай этот вопрос такой. Валентина, когда рождались ее дети, пишет, что понимала, что этот мир плохой и жестокий, и не хотела рождения сына и племянника. Пусть она зайдет в те моменты, отменить эти желания о нерождении. Ну, это на самом деле, да, я слышу, это отказ от себя. То есть так работают программы. Тот, кто желает себе добра на самом деле, по-настоящему, тому такие мысли в голову не приходят. Да? То есть это демонстрация своего внутреннего блока, своего внутреннего отказа. Проецирует свой внутренний мир на решение. То есть тот, кто предал себя, предает других. Это всегда так происходит. А системе, вот этой злой системе, нужны такие люди, чтобы предавали себя. Почему? Потому что им нужно, чтобы эти люди служили одному какому-то. Да? То есть в данном случае вот, я слышу партия капуцинов, вот, которая уже разрушила целую страну и многие народы, миллионы людей. Хорошо, Виктория. То есть Валентина еще отменит ее желание, разочарование, когда вместо девочки, которую она хотела, родился сын Владимир. Но снова идет отказ от себя и отсутствие благодарности, да? То есть нужно благодарить, потому что свою душу, Бога, Творца, Вселенную за то, что так происходит, что дает жизнь, душу. Если она хочет, она может родить Владимира чистым, без программ, выразить ее благодарность. Я вижу, как она отрывает от него эту черную подключку из сердца. То есть своим предательством она вырастила эту подключку предательства в сердце ее сына. А сейчас она это убирает. Я передаю, чтобы она родила его, ну, этого сына, Владимира, чистым,
гармоничным, она принимает его таким, как он есть, и ситуации. Мгм. Да. Да, хорошо. Валентина хочет отменить поездку в строительный этот какой-то стройотряд. То есть она изменит эти ее решения и откажется от принятия негативных решений. Я слышу укол. Укол возмездия. То есть вот эта программа, нужно понимать, что программа жертв, да, скажем так, когда присутствует, то всегда присутствует и наказатель. Вот он уже второй раз проявился. То есть это программа, наказывающая человека. Потому что, с одной стороны, божественная душа хочет для себя самого лучшего, но когда человек идет по ложному пути, то включается вот эта карма. И вот эти все случаи, когда вот она говорила, что никому ничего не было, а ей было плохо, это как раз и, я слышу, умышленное убийство. Да, хорошо, Валентина расторгла контракт, и пусть она отказывается от принятия этих возмездий. Я вижу, как она эту воду, которую пила с этого ручья, она уходит, и этот укол уходит. То есть она не хотела это делать, но заставила себя. Хорошо. Это отказ от себя, не прислушалась к своему голосу. И в этот момент я вижу, как этот механизм, навязанные идеи, вот из сердца, он уходит. Я ей передаю, что она полностью восстановила свою сердечную чакру силой своего сознания и отказа. Пусть откажется от всех тех моментов, когда она выполняла волю других людей, а не свои желания. И я вижу, что опять как бы возвращаются ее руки к ней. И вижу, как будто она застегивает вот так перед собой. У нее как будто бы была распахнута ее энергосфера, как рубаха разорвана, знаешь. Я ей передаю, чтобы она восстановила целостность своей души, всех своих энергетических центров, своего физического сознания. Хорошо. Делает она это. Да. Хорошо. Так, Валентина хочет отменить те случаи, когда она думала своей матери плохо и хотела, чтобы она умерла и не мучилась, и не мучила их. Она хочет попросить у нее прощения матери и отменить негативные желания. Ну, я вижу, что она говорит к матери в том моменте: ты – это ты, а я – это я. И эта подключка к матери уходит, и я вижу, как какая-то энергетическая субстанция вот так поднимается вверх. Хорошо. Она говорит: я не желаю зла. И не желаю смерти. И в этот момент типа подключечки такие, глаза черные, как будто сжигаются изнутри. Она освобождается, поднимается вверх, как крылья вверх от этой ситуации. Хорошо, Виктория. Так, от этих ситуаций отсоединись. Давай посмотрим, как изменилась ситуация, когда Валентина ходила в Датсан к ламам и просила там открыть дорогу в Америку. Как этот ритуал, изменилась ли эта ситуация?
Она говорит, я не ходила. Хорошо. Я ей передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей любые соприкосновения с магией, восстановила целостность ее энергетического поля, ее сознания, физического и на всех мерностях, и чтобы она восстановила гармонию между всеми частями ее сознания с Высшим Я. Так, Виктория, еще один аспект. В 5-6 лет ее в баню мыл отец, и мама почему-то не хотела ее мыть. И она пишет, что ей было очень стыдно, когда отец ее мыл в бане. Давай посмотрим в этот момент, что произошло с Валентиной, когда она чувствовала этот стыд, что происходило в эфирном пространстве. Считывается переработано. То есть, Угу. ну, я ей передаю, чтобы она стерла это со всех информационных полей. Этот стыд, эту энергию забрала, эти последствия всего. Угу. Хорошо. Оно считывается перетерто. Угу. Так, ей, видимо, недавно во сне снился сон, где она с кем-то занимается сексом. Остался ли какие-то воздействия от этого сна? Я слышу, пора домой. Что это обозначает? Сейчас посмотрю. Угу. Я слышу, вижу два воздействия. Вот это пора домой. Оно пошло как бы изнутри, из нее. А с сектора магии такая черная энергия считывается блюдце. То есть это как противоборство программ, убеждений ложных, да, и голоса внутреннего своей души. Вот голос говорит ее, пора домой. А эта программа говорит, оставайся. Это вот эти сущности сектора И вот интерференции. этот опять, да, и опять этот нос этого, нет, нос этого комара. Ага. Вот. Что пусть Валентина зайдет в Тунсот, приказывает этим программам, этим сущностям забирать их воздействие, откажется принимать их какие-то энергии. Но это ее же энергии, да, то есть мы же так и говорим, не надо себя насиловать. Почему мы так говорим? Нужно прислушиваться, что люди говорят. То есть мы говорим реальные вещи, как оно есть. То есть если человек поддается своим внутренним программам, своему внутреннему борщу или супу, который сам наварил, да, потому что то, что мы творим, это то, что мы натворили, да, то эти же программы потом начинают и насильничать. А вопрос, а зачем давать волю этому? Я вижу, как она просто вот выталкивает вот так это все. Да. Хорошо. Что пусть Валентина очищает все ее пространство от чужеродных энергий, закрывает порталы, поднимаемся вверх. Да. Посмотри сейчас на Валентину, как она сейчас выглядит. Она показывает крылья. Угу. Она говорит, что освободила разум от ложных убеждений, от фальсификации реальности. Хорошо. Хорошо, Виктория, спроси Валентины, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она благодарит. Хорошо, благодарим ее за ее труд. Прощаемся с ней. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Поднимайся максимально вверх. Да.
Проверяй твое личное пространство. Все чисто. Хорошо. Наполняемся энергией жизни, любви, гармонии. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.